Итак, что остается, когда сгорает все? Вот закрой свои глаза и вспомни свой самый страшный день. День, когда мир, который ты знал, он просто рухнул. Вот может быть это был момент, когда разрушилась твоя семья, которую ты считал вечной. Может быть это был звонок какой-нибудь, после которого твой бизнес, который ты строил годами, просто превратился в пыль. Или день, когда человек, которому ты доверял больше, чем себе, нанес тебе просто какой-то удар в спину. Вот вспомни это ощущение. Вот когда воздух становится плотным, звуки пропадают, земля буквально у тебя уходит из-под ног, а внутри образуется огромная черная пустота. Тебе кажется, что это финал. Тебе кажется, что после такого удара люди не поднимаются. Вот ты стоишь на пепелище своей прошлой жизни, смотришь на руины своих планов и задаешь себе один вопрос. Вот как жить дальше, если старой жизни больше нет? Но сегодня я хочу открыть тебе одну из самых великих тайн человеческой психики. Тайну, о которой молчат. Катастрофа – это не конец. Катастрофа – это самое мощное, самое честное и самое чистое начало, которое только может с тобой случиться. Только когда старая иллюзия тебя сгорает дотла, ты получаешь шанс встретиться с тем единственным, что невозможно сломать, самим собой настоящим. Сегодня давай мы подведем черту. Я покажу тебе 5 парадоксов. Назовем его посттравматического роста. Ты поймешь, почему самые глубокие, сильные и неуязвимые люди на этой планете – это те, кто прошел через свой личный ад. Я дам тебе 5 ключей, как собрать себя из осколков так, чтобы стать прочнее, чем когда-либо. Как всегда, досмотри до конца, потому что в финале мы затронем ловушку, которая может заставить тебя отстроить свой сгоревший дом заново. Только для того, чтобы он снова не рухнул. Вот почему крах делает нас сильнее. Давай разберем инженерию твоего страха. Почему то, что по всем законам логики должно было тебя уничтожить, на самом деле становится твоим главным ресурсом. Пока у тебя есть стабильность, вот ты живешь в постоянном, изматывающем себя страхе. Вот ее потерять, эту стабильность. Ты боишься увольнения, боишься измены, боишься банкротства. Этот страх заставляет тебя идти на какие-то компромиссы со своей совестью и терпеть то, что вообще терпеть нельзя. Но когда худшее уже случилось, страх исчезает. Тебе больше нечего бояться, потому что ты уже и так на дне. А дно, как ни парадоксально, это самая надежная точка опоры. От него можно просто оттолкнуться. В этот момент ты обретаешь невероятную холодную свободу. Свободу человека, у которого больше нет иллюзий и нет заложников. Твоя тревога сгорает, оставляя место для чистого, сфокусированного действия. Вот ни один детектор лжи не работает так эффективно, как личная катастрофа. Пока ты успешен и счастлив, вокруг тебя всегда много людей. Но когда твой статус разрушает суровая реальность, происходит какая-то магия. 90% твоего окружения просто теряется. Они растворяются в воздухе, бормоча, какие-то невнятные извинения. И сначала это причиняет дикую боль, да, но потом ты понимаешь, катастрофа сделала тебя или тебе величайший подарок. Она очистила твое пространство от социальных паразитов. Те несколько человек, которые оставались стоять рядом с тобой на этом пепелище, это и есть твой истинный капитал. Твоя социальная слепота уходит просто безвозвратно, и ты просто начинаешь видеть людей насквозь. До краха ты тратил колоссальное количество энергии на поддержание своего фасада. Ты хотел казаться успешным, правильным, идеальным. Твое эго было раздуто до небес. Когда приходит беда, на поддержание фасада просто не остается сил. Твоя искусственная личность разрушает саму себя, потому что она не приспособлена к выживанию в экстремальных условиях. Ты больше не можешь притворяться. И в этой вынужденной, обнаженной честности ты вдруг находишь колоссальное облегчение. Тебе больше не нужно играть роль. Маска сгорает, и на свет выходит твоя истинная первобытная сила, даже о существовании которой ты даже не подозревал. Вот в сытой и спокойной жизни время течет как вода, незаметно как-то и бессмысленно.
Мы тратим годы на пустые споры, на ожидание подходящего момента, на обиды. Ну а после того, как ты столкнулся с реальным крахом, твое восприятие времени меняется навсегда. Ты вдруг осознаешь его конечность. Каждая минута приобретает невероятную какую-то плотность и ценность. Желание откладывать жизнь на потом, оно просто исчезает. Ты начинаешь жить в жестком, сфокусированном настоящем. Ты больше не тратишь ни секунды на людей, на вещи, которые не имеют истинного смысла, потому что ты знаешь цену потери. Когда все внешнее, деньги, статус, отношения уходит, ты остаешься в полной пустоте. И именно в этой пустоте ты совершаешь главное открытие своей жизни. Ты понимаешь, что ты – это не твой банковский счет. Ты – это не твой брак. Ты – это не твоя должность. Внутри тебя есть ядро, точка чистого сознания, несгибаемой воли абсолютной ценности, которую не может повредить ни один внешний кризис. Ты осознаешь свою неуязвимость. Мир может отнять у тебя все материальное, но он не может отнять у тебя способность начать все заново. Вот у японцев есть древнее искусство, называется кинзуки. Когда дорогая керамическая чаша разбивается, ее не выбрасывают, ее не пытаются склеить так, чтобы скрыть эти трещины. Мастера собирают осколки и склеивают их лаком, смешанным с настоящим золотом. Потому что они верят, что поломка и ремонт – это не конец жизни вещи, а важнейшая часть ее истории. Чаша, которая была разбита и собрана заново с помощью золота, становится гораздо красивее, крепче и ценнее, чем та, которая даже никогда не падала, не разбивалась. Твоя жизнь работает точно так же. Мы живем в культуре, которая, боготворит успех и панически боится провала. Нам внушают, что счастье – это прямая, ровная линия, без единой царапины. Но люди – это пустые какие-то, стеклянные люди. Они хрупкие. При первом же серьезном столкновении с реальностью они разлетаются в пыль. Твои шрамы – это твое золото. Твои ошибки, твои потери, твои катастрофы – это доказательство того, что ты жил, что ты рисковал, что ты любил по-настоящему. Боль расширяет объем твоей души. Человек, который не знал потери, не способен на глубокое сострадание. Человек, который не падал, не знает истинной цены высоты. Твой крах – это не твоя вина, это твоя инициация. Это переход на уровень глубины, доступный только тем, кто смог посмотреть в глаза абсолютной пустоте и не отвести взгляд. Еще понять философию боли мало. Нам нужны четкие инженерные шаги для того, чтобы отстроить новую реальность. Как превратить пепелище в фундамент? Вот тебе 5 шагов твоего возрождения. Назовем ее легализация руин. Первая ошибка после краха – пытаться делать вид, что все нормально. Запрети себе этот токсичный позитив. Скажи вслух: мой старый мир рухнул. Это больно, это страшно. И я не знаю, что делать дальше. Пока ты не признаешь масштаб разрушений, ты не сможешь начать расчистку своей территории. Иллюзия контроля разрушает твой шанс на исцеление. Прими факт катастрофы как нулевую координату. Боль исчезает только тогда, когда ты даешь ей право быть прожитой до конца. Второе. Не спрашивай зачем. Не спрашивай, за что мне это. Этот вопрос делает тебя жертвой. Спрашивай, для чего мне это? Что я должен понять? Любой кризис содержит в себе концентрированную истину о твоих прошлых ошибках. Возможно, ты игнорировал свою интуицию. Возможно, ты слишком доверял тем, кто этого просто не заслуживал. Найди этот корень. Вытащи этот кусок, как слиток золота из пепла. Твой прошлый опыт теряется впустую только в том случае, если ты не сделал из него выводов. Третье. Ты будешь злиться на себя, ты будешь казнить себя за то, что не предусмотрел, не спас, не удержал. Останови этот суд над собой. Тот человек, которым ты был в прошлом, принимал лучшие решения из тех, что были ему доступны на тот момент. У него не было того опыта, который есть у тебя сейчас. Просто прости его. Поблагодари его за то, что он принял этот удар на себя, чтобы ты сегодняшний мог проснуться. Чувство вины сгорает, как только ты принимаешь свое несовершенство. Четвертое. Самая большая опасность при восстановлении – попытаться воссоздать точную копию того, что рухнуло. Не пытайся вернуть старые отношения, если они уже исчезли. Не строй такой же бизнес по тем же чертежам.
старое здание рухнуло не просто так. У него был, например, гнилой фундамент. Твоя задача использовать расчищенное место для постройки чего-то абсолютно нового. Создай новый чертеж своей жизни, основанную на твоих сегодняшних истинных целях. Пятое. Не пытайся отстроить империю за один день. Твоя система перенесла тяжелейший шок. Сейчас твоя стратегия – это тактика одного дня. Проснулся, застелил кровать, сделал полезное дело. Сохрани этот фокус. Вот наслаивай маленькие победы друг на друга. И через месяц этот ритм вытащит тебя из этой ямы. Назови их дисциплина простых действий. Это как, знаешь, вот клей, который собирают осколки твоей психики в новый монолитный какой-нибудь кристалл. Знаешь, это был долгий путь. В течение всего этого сезона мы демонстрировали наши старые страхи, скрывали и открывали эти маски, вытаскивали на свет наших демонов, учились не предавать себя. Вот ты узнал, как работают механизмы самосаботажа, почему твое окружение тянет тебя на дно и как найти опору в полной пустоте. На этом 5-й сезон будет завершен. Но твоя метаморфоза перешла в финальную стадию. Ты больше не тот человек, который включил первое видео этого цикла. Старая иллюзия просто уйдет безвозвратно. Но прямо сейчас, стоя на этом расчищенном фундаменте, ты находишься в максимальной опасности. Потому что человеческая психика – это заложник привычки. Вот я видел тысячи людей, которые пережили крах, расчистили там пепелище, поклялись себе начать новую жизнь, а потом брали старые кирпичи и строили из них точно такое же здание. Они снова находят таких же токсичных партнеров, они снова там вляпываются в такие же провальные проекты, снова наступают на те же самые грабли. Просто эти грабли выкрашены в другой цвет. Вот почему мы притягиваем одинаковые ситуации в разных декорациях. Почему история человечества, как история одной личности, постоянно повторяется по спирали. Вот почему мы ходим по кругу, пока боль, знаешь, не становится невыносимой. Давай, мы вступим на совершенно новую территорию. Вот в следующем сезоне мы будем взламывать архитектуру самой судьбы. Назовем ее коды судьбы, паттерны и циклы. Мы будем разбирать родовые сценарии, скрытые ритмы твоего рождения и математику жизненных провалов. Мы ответим на главный вопрос: есть ли у жизни авторский сценарий, или все происходящее просто какой-то хаос. И главное, как всегда, я дам тебе те ключи к тому, как навсегда разорвать этот замкнутый круг и выйти на линию своей истинной свободы. Потому что инженерия смысла – это здесь. Друзья, подписывайтесь на Pimber Life. А теперь без лишних слов напиши в комментариях то самое дело, которое ты сделаешь сегодня, чтобы твое время перестало гореть впустую. Спасибо, что досмотрели этот сезон до конца. Для меня ценно, что мы на одной волне. Оставайтесь со мной, друзья. Вместе мы вытянем любую ситуацию и разорвем любой сценарий. А теперь улыбнитесь. Жизнь любит тех, кто не сдается. Жду вас в первом видео 6-го сезона. Там будет настоящий взрыв сознания. До встречи, друзья.